От всей души приветствую вас, мои дорогие друзья, на авторском канале «Душевная история с Каролин». Спасибо всем, кто поддерживает мой проект, кто разделяет ноты моего душевного творчества. Спасибо за ваши теплые комментарии, за ваши отзывы. Они очень и очень мне необходимы. Любви вам, душевного уюта. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мою новую видеоисторию. И сегодня новая история, новая авторская история, которая, надеюсь, затронет ноты вашей прекрасной души. История о двух сестрах под названием «Сердце из двух половинок». С нетерпением жду ваши отзывы и комментарии. Приятного просмотра, дорогие друзья! Ранним весенним утром солнце радостно улыбалось, нежно обнимая Жанет. Она сегодня самая счастливая. Господь подарил ей двойняшек, двух очаровательных девочек, которых они с Ричардом ждали уже 5 лет. Это, правда, был истинный подарок Всевышнего. Эти два ангелочка были словно капельки чистой души, влюбляя в себя своей невинностью и истинностью. Палитра высоких чувств и эмоций захлестывала Жанет. Чего стоит только ощущение блаженства и полного счастья, когда первый раз берешь на руки своих новорожденных девочек. Это подобно тому, что все сокровища мира в твоих руках. Это чувство, которое дает основу для безусловной и безграничной любви. Но через год Жанет осталась одна. Ее муж Ричард погиб в автокатастрофе, и ей пришлось воспитывать дочерей одной, вместе с мамой, которая посвящала им все свое свободное время и души не чаяла в своих внучках. Эти очаровательные девочки были совершенно разные. Одна по имени Мира была очень нежной, заботливой и не могла пройти мимо тех, кто нуждался в помощи. В школе она была лучшей ученицей и душой класса. Вторая дочь по имени Рима была полной противоположностью сестре, закрыта, особо неприветлива, и, кажется, с детства нею овладевало чувство неудовлетворенности по отношению к миру, который ее окружал. В школе ее успеваемость была средней, но она увлекалась непривычным видом спорта для девочки – айкидо. И большую часть времени она проводила вне дома. Шли годы, но сестры отдалялись друг от друга. Бабушка умерла в день их совершеннолетия, так и не узнав, кем стали ее любимые девочки. Мире удалось поступить в университет, а Рима провалила вступительный экзамен. Мира вышла замуж за парня, который нравился Риме. И так было всегда. Мире удавалось, а Риме доставалось трудом. Мира излучала свет, даже когда было сложно, никогда не теряя оптимизм. А вот Рима, она не умела радоваться успехам других, особенно своей сестры, погружаясь в чувство уныния и даже злости. Однажды вечером мама зашла в комнату и увидела, как Рима рвет на мелкие кусочки фото Миры и Данила, который тоже нравился ей. Мама спросила: «Рима, что ты делаешь? Зачем ты рвешь фото?» «Мама, почему у нее все лучшее? Почему ты ее любишь больше? Почему ей всегда везет?» «Именно за это я ее не люблю», — со слезами в голосе крикнула она. «Девочка моя, успокойся», — сказала мама. «Я люблю вас
одинаково. В моем сердце вы всегда равнозначные половинки. Просто Мира на все смотрит нежностью, с оптимизмом, радостью. Она добра и очень заботлива даже по отношению к тебе, пыталась объяснить мать. Знаешь, мне от ее заботы тошнит. Вот такая правильная, нежная. Прерывая мать, сказала Рима. Послушай, она твоя родная сестра, которая любит тебя. Мы все тебя любим. Но почему ты не хочешь принимать эту любовь и посмотреть на мир в другом ракурсе? Ведь истинная любовь-то не за что-то, а просто так, лишь потому, что ты есть, ответила мать. Мама, я не хочу ничего слышать. Я приняла решение. Я улетаю завтра, и меня пригласили тренироваться в Америку. Только не пытайся меня остановить. Я хочу строить свою жизнь без тебя и моей сестры. Захлопывая за собой дверь, ответила дочь. Рима уехала в Техас и никогда не приезжала ни к маме, ни к сестре, редко давала о себе знать. С личной жизнью так и не сложилось. Гордыня, обида, похоже, зависть не давали ей переступить порог дома, где ее всегда ждала мама, и всегда о ней помнила сестра. Мира стала педиатром, жила в Париже, с семьей, с 2 прекрасными сыновьями и любящим мужем. Каждые 3 месяца прилетала к маме, радуя ее своей заботой, проявляя большую любовь. Но вторая половинка сердца матери изнывала от неопределенности и отчаяния. Мать ждала Риму. Мама не переставала надеяться, что ее девочки соберутся за одним столом в родительском доме, вместе с ней, как прежде, за любимой шарлоткой и душистым липовым чаем. Спустя несколько лет Жанет внезапно заболела. Ей поставили страшный диагноз. Дни ее жизни были сочтены. Мира, узнав об этом, прилетела из Парижа, проводя у постели драгоценные минуты с мамой. «Мира, пожалуйста, разыщи Риму, сообщи, что я хочу ее увидеть и важное сказать», попросила еле слышащим голосом мама. «Мама, я уже ей звонила. Она знает, что ты больна и знает, что ты ждешь ее», ответила она. «А что?» – ответила Рима, вдруг спросила мама. Она сказала, что постарается приехать. Жанет умирала на руках у Миры. С трудом, но присущим ей оптимизмом, Жанет произнесла последние слова. «Пообещай мне, Мира, что твой свет души никогда не погаснет, и ты сможешь простить свою сестру и зажечь в ней тлеющую свечу любви, ведь вы 2 половинки моего любящего сердца. В ящике моего стола лежит письмо для Римы. Обязательно передай ей. Я знаю, она приедет. Завтра, послезавтра. Приедет, слышишь? Приедет», – тихо промолвила мама. Ночью Жанет умерла, так и не дождавшись вторую дочь. Но Рима прилетела утром, не застав маму живой, которая всегда ее ждала. Мира передала мамино письмо сестре. Рима открыла конверт и увидела цепочку с золотым кулоном из 2 сердец и письмо, и принялась его читать,
слезы безудержно лились по щекам. Милая моя девочка, если ты читаешь письмо, значит, меня уже нет. Нет на этой земле, но я есть всегда с вами. Я в последние 20 лет, как птица, жила с одним израненным крылом. Одно крыло было всегда. Оно помогало мне жить и радоваться. А вот второе было слабым, опускало меня вниз, давая грусти овладеть мной. Но моя любовь никогда не становилась меньше. Я любила и люблю вас обеих безусловной и трепетной любовью, как миру, так и Рима тебя. Ведь ваши имена излучают мир. В твоем имени тоже есть слово «мир», переставляя буквы. Эти имена были даны вам, нами с папой. Но он ушел из жизни рано, так и не увидев и не почувствовал мир нашей семьи. Я пыталась строить мир семьи, мир любви, мир искренности, чистый мир без зависти и огорчений. Ты держишь в руках мой подарок. Этот кулон с 2 сердечками я купила вам с Мирой на ваше 30-летие. Но Мира получила этот подарок, а твой подарок ждал тебя много лет. И я рада, что сегодня он засияет на твоей груди особым чувством, которое затерялось в лабиринте суеты. Прошу тебя, выполни мою просьбу, одень его и обними свою сестру. Она всегда ждет и любит тебя. В тебе ведь тоже такой же свет, ему только нужно загореться. Помни, вы 2 половинки моего любящего сердца. Прошу, дай мне возможность из иного мира парить на 2 любящих крыльях, радуясь за вас, ощущая один родственный свет от 2 половинок моей вечной души. Сердце мое в любви к обеим, 2 половинок Миры, Римы. От зависти и злости мы слабеем, а светом Господа всегда любимы. Прошу вас, оставайтесь в мире, в заботе благодарности друг другу. Пусть жизнь звучит душевной лирой, и солнце луч прогонит вьюгу. Запомните, я словно птица в небесах, и мне нужны лишь только 2 крыла. Жизнь ваша в радости, но не в слезах. Моей молитвой будет жизнь светла. Рима, вся в слезах, одела бесценный подарок, подошла к сестре и крепко обняла ее. И вместе 2 сестры одновременно произнесли: «Прости, я тебя очень люблю». Слезы потери и одновременно слезы преображения изливались из глаз любящих сердец, возвращая в дом, хранимый вечной небесной любовью.